Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в ремонте беспроводной ручной пылесос Philips. Два в одном, литий-ионные аккумуляторы, 18 вольт, указано на корпусе. Модель FC6163-02-F-A. Сделано в Китае. Включается. Но клиентша жалуется, что иногда не крутится щетка. При включении непосредственно на пылесосе щетка не должна включаться, а вот с ручки она должна вращаться. Щетка вращается, но при поворотах, вот видно, в другую сторону, она останавливается. То есть видно где-то плохой контакт, скорее всего перетерся питающий провод двигателя вращения щетки. Будем разбирать. Так, откручиваем первый винт непосредственно в месте соединения щетки с ручкой. И вот здесь видим два провода. Визуально они вроде как целые, но стоит потянуть. То есть изоляция осталась целая, а внутри металлические проводники оборваны или плохо контачили. Как красный, так и черный. Раскручиваем корпус. Винты везде разные. Винт крепления ручки. Мощный, массивный. Откручиваем оставшие винты и вскрываем. Вот здесь два провода у нас идут на контакты. Через уплотнитель. Разбираем саму щетку. Винты по периметру. Снимаем крышку. И здесь ничего сложного. Провода идут непосредственно на двигатель. Здесь у нас тоже уплотнитель, чтоб не болтались провода в канале. Просто эту пробку вытаскиваем. Она из резины, либо каучук. Возьмем провода с блока питания, у нас ненужные старые, от компьютеров. Немножко толще, но тем лучше. Дольше у нас прослужит. Тоже выбираем по цвету красный, черный. Вот так вот соединим с двигателем, выведем, и не совсем он у нас длинный, но в корпусе уже соединим с основным проводником. Там уже
перегибов не будет, шевелений. Там уже без разницы, относительно без разницы, какой будет провод. Зачищаем концы. Скручиваем перед вложением. Отпаиваем старые от двигателя. И предварительно облудив, припаиваем новые. Полярность стараемся соблюдать. Красный, где был красный. Черный, где был черный. Заправляем в уплотнитель, пропихиваем в канал. Цепляем пинцетом. Вначале один проводник, потом второй. Также помогаем пинцетом, либо длинногубцами. Вставляем заглушку на прежнее место. Провод толще, и она немножко туго у нас идет. Поможем немножко пропихнем. Ну и достаточно. Заправляем направляющие щели внутри перегородок, чтобы потом при установлении крышки провод не пережимался. Кембрик общий вместе трения, вместе соприкосновения щетки с ручкой и вращения усиливаем таким вот кембриком, термоусадкой. Все усадили и собираем в обратном порядке. Колесики у нас подмажем немножко, чтобы лучше вращались. Расточили немножко места
свои со временем. Поэтому, чтобы это дальше не прогрессировало, их немножко смажем. Все, и заправляем саму ручку. Сразу здесь фиксируем. И будем уже работать в корпусе ручки. Тоже берем поуже кембрик на каждый провод. Откусываем необходимые длины. В качестве кембрика у нас термоусадочная трубка. И отмеряем, где у нас будет соединение. Не хватает немного провода до контактной колодки. Будем наращивать. Рассчитали примерно место соединения. Откусываем излишки родного провода. Залуживаем. После скрутки жил. Спаиваем. И изолируем термоусадками. Заправляем направляющие, уплотнитель. Чтобы провод не болтался уже внутри и при закрытии крышки не пережимался нигде. Все, устанавливаем крышку и в обратном порядке закручиваем. Основной винт крепления ручки. И устанавливаем вторую часть непосредственно с движком и батареей. Включаем. Включилось у нас случайным нажатием кнопки. Насколько мы помним, щетка включается от кнопки на ручке. Включаем, проверяем. При вращениях не останавливается. Ну и все. На этом ремонт закончен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего хорошего. До новых встреч.